Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Сегодня я хочу вам показать очень подробный обучающий мастер-класс по вязанию узора. Узор вяжется крючком, он универсальный, очень красиво смотрится, и этим узором можно связать вещи, пледы, шапочки. В данном случае узором связана туника, которую вы видите на главном фото. Вязать узор я буду крючком номер 2,25, Clover, страна производства Япония. И пряжа будет у меня использована для демонстрации вязания узора. Нежная торговая марка Пехорка. Состав 50% акрил, 50% хлопок, 50 грамм, 150 метров. Приступаем к вязанию узора. Набираю цепочку из 32 воздушных петелек. Узор вяжется очень легко и просто. Если вы не любите ажурные узоры, то вот этот узор как раз подойдет для вязания вещей, летних вещей, которые очень легко вяжутся и шикарно смотрятся. Раппорт узора состоит из 5 воздушных петелек. Узор двухсторонний. Он прекрасно смотрится с изнаночной и с лицевой стороны, а также этот узор можно вязать по кругу и прямыми, и обратными рядами. Набрала я цепочку из 32 воздушных петелек. Далее, значит, мы вяжем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Пропускаю 4 петельки, и в 5-ю петельку я провязываю 3 столбика с одним накидом, либо вы можете вязать столбики с 2, либо с 3 накидами. Я буду вязать столбики с одним накидом. Так, отсчитываю 1, 2, 3, 4, и в 5-ю петельку провязываем 3 столбика с одним накидом. У меня в данном случае все 3 столбика вяжутся с общим основанием. Основанием является 5-я петелька цепочки. Связали. Далее пропускаем 1, 2, 3, 4 петельки, и в 5-ю петельку я провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки цепочка, накид на крючок, и в эту же 5-ю петельку в основании 5-й петельки цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. Связали мы с вами уже 2 раппорта в ширину. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки, и в 5-ю петельку провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки, и в эту же в основании 5-й петельки провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Связали 3 раппорта. Пропускаю 1, 2, 3, 4 в 5-ю петельку цепочки, провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 петельки воздушных,
И в эту же пятую петельку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Связали уже 4 раппорта. Пропускаю 1, 2, 3, 4 в пятую петельку цепочки, провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки, в пятую петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. Пропускаю 1, 2, 3, 4. И в пятую петельку я провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же пятую петельку цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом. И заканчиваем вязать ряд. Я пропускаю 1, 2, 3, 4. И в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Связали первый ряд узора. Всего связано 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раппортов. Раппорт у нас состоит из 5 петель. Приступаем к вязанию второго ряда. Набираем цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и в вершину столбика без накида провязываю 2 столбика с одним накидом с общим основанием. То есть все 2 столбика этих провязали в вершину столбика без накида. Далее провязываю 1 столбик без накида в эту петельку воздушную. Это у нас получается 3 по счету, если считать снизу вверх. И вяжем 1, 2, 3 воздушных петельки, цепочка, и провязываем 3 столбика с одним накидом. Эти столбики 3 я провязываю в арочку цепочки из 3 воздушных петелек предыдущего ряда. И повторяем этот раппорт. Провязываю в третью петельку цепочки 1 столбик без накида. Набираю 1, 2, 3 воздушных петельки и провязываю 3 столбика с одним накидом в арочку цепочки из 3 воздушных петелек предыдущего ряда. Так, вяжем 3 столбика с одним накидом. Количество накидов у вас может быть разное: 1, 2, 3. Далее соединяем вот этот раппорт, это у нас по счету 3, при помощи столбика без накида. Столбик без накида я провязываю в основании 3 петельки цепочки. Набираю цепочку 1, 2, 3 из 3 воздушных петелек и вяжу 3 столбика с одним накидом вот в эту арочку цепочки из 3 воздушных петелек. Провязали. Теперь соединяем этот элемент, провязываем
уже в следующую петельку цепочки, это у нас будет третья, по счету столбик 1 без накида. Раз, два, три воздушных петельки, в арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываю 3 столбика с одним накидом. Так, раз, два, три. Связали. И соединяем вот этот раппорт, провязав столбик без накида в основании третьей петельки подъема. Вяжу цепочку из 3 воздушных петелек и в арочку цепочки этой же провязываю 3 столбика с одним накидом. Провязали. Теперь нам нужно с вами соединить при помощи столбика без накида. Столбик без накида я провязала в вершину, в основании третьей петельки подъема. И заканчиваем вязать ряд. Раз, два, три воздушных петельки. И вяжем теперь 2 столбика с общей вершиной. Первый столбик, полустолбик с одним накидом, вот таким образом я его провязываю. 2 петельки на крючке провязала в арочку цепочки из 3 воздушных петелек. Далее на крючок делаю 2 накида и провязываю столбик вот в эту петельку, в первую, уже полустолбик с 2 накидами. У меня 3 петельки на крючке, соединяю их при помощи рабочей нити в одну. Вот таким образом мы закончили вязать второй ряд. Приступаем к вязанию третьего ряда. Провязываем одну воздушную петельку подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину столбика вместо соединения столбиков с накидами я провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 1, 2, 3 воздушных петелек. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 3 столбика с одним накидом. И соединяем раппорт при помощи столбика без накида. Столбик без накида я провязываю в основание третьей петельки цепочки. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываю 3 столбика с одним накидом. Связали второй раппорт и соединяем при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываю в основание третьей петельки цепочки. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 3 столбика с одним накидом у меня. Повторюсь, что количество накидов вы можете менять. Можно связать узор со столбиками с одним, с 2 и с 3 накидами, как вам больше нравится. И соединяем раппорт, провязываем столбик без накида в основание третьей петельки подъема. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. В арочку цепочки из 3 петелек провязываю 3 столбика с одним накидом. И вяжу 1 столбик без накида в основании третьей петельки цепочки. Провязываю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 3 петелек провязываю
3 столбика с одним накидом. И соединяем раппорт, провязываем в третью петельку подъема 1 столбик без накида, 3 петельки подъема, далее провязываю 3 столбика с одним накидом в арочку цепочки из 3 петелек и соединяем раппорт, провязываем столбик без накида в третью петельку цепочки подъема. Все, закончили с вами вязать. Связали мы всего 3 ряда. Далее вяжем 4 ряд. 4 ряд это у нас повторение 2 ряда. 5 ряд повторение 3 ряда. То есть узор состоит из 2 рядов, которые повторяются между собой. Еще раз повторюсь. 4 ряд. Далее мы вяжем по принципу вязания 2 ряда. 5 ряд по принципу вязания 3 ряда. 6 ряд по принципу вязания 2 ряда. 7 ряд по принципу вязания 3 ряда. И другими словами, что все четные ряды мы вяжем по принципу вязания 2 ряда, а нечетные ряды вяжем по принципу вязания 3 ряда. Перематывайте видео там, где я показывала принцип вязания 2 ряда, и вяжете узор. Всего лишь 2 ряда мы чередуем их, 2 с 3, 2 и 3, и у нас вот вяжется такой очень красивый узор. Он считается ажурным, но смотрите, какой он не такой же ажурный, дырчатый, плотненький. И можно вязать пледы. Красивая получится одежду. А какую одежду можно связать? Это жилеты, кардиганы, юбки, платья, лифы платьев, топы, кофточки. Также можно связать аксессуары. Это снуд, шапочки. Смотрите, он очень универсальный и многофункциональный. И второе достоинство, он двухсторонний. Таким образом выглядит узор с одной стороны и с другой стороны. То есть где здесь лицевая сторона и изнаночная, не имеет значения, так как он смотрится с обеих сторон одинаково. И данным узором, это третье преимущество, что можно связать и вязать по кругу, повторяя раппорты. Количество раппортов вы уже рассчитываете сами, а кратность раппорта это 5 петель. Раппорт состоит из 5 петель. Я буду сейчас продолжу вязать за кадром и покажу вам, что у меня получилось, и сниму и покажу вам размеры вязаного образца. Также для вязания узора подходит абсолютно любая пряжа по составу и метражу. Можно вязать не только летние вещи, в данном случае связана данным узором туника, также зимние вещи, демисезонные и предметы для уюта и комфорта в вашем доме, для создания красоты. Обязательно возьмите себе этот узор на заметочку, сохраните у себя в плейлисте, в копилочку. И если, допустим, сегодня он вам не пригодится, и вы не собираетесь вязать тунику, то когда-нибудь вы все равно о нем вспомните и возьмете его себе, как будете пользоваться, и им свяжете себе вещи. Я продолжаю вязать за кадром. Буду вязать 4 ряд по принципу вязания 2 ряда. Связала я образец узора. Посмотрите, какой он милый и симпатичный. Вяжется, как говорят, на одном дыхании.
очень легко, просто и быстро, и с ним справиться даже начинающая рукодельница, которая только-только осваивает технику вязания крючком. Всего я связала, давайте посчитаем вместе с вами, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 рядов в высоту. Всего в ширину у меня было связано 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раппортов в ширину, 11 рядов в высоту. Ширина вязаного образца около 11 сантиметров. Высота около 10 сантиметров. То есть можно было еще 12 ряд связать, и было бы 11 сантиметров. Вязала я из пряжи нежная, Пихорка, торговая марка производителя. Состав 50% акрил, 50% хлопок, метраж 50 грамм, 150 метров. В упаковке 5 мотков по 50 грамм. И крючок для вязания пряжи толщиной 150 метров в 50 граммах я выбрала номер 2, 25. Название крючка Clover Soft Touch. Страна производства Япония. Надеюсь, вам мастер-класс понравился, был полезен. И если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Класс! Мне будет приятно. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Вы можете воспользоваться моими замерами и связать себе очень красивые вещи. Почему-то мне этим узором захотелось связать кардиган. Можно связать регланом сверху вниз, а можно связать с точным рукавом, либо со спущенным рукавом. Очень будет неплохо смотреться удлиненный жилет, кофточка, плед. И вот мне почему-то идея связать этим узором красивый кардиган. Можно летний вариант и демисезонный вариант. Присмотритесь, пожалуйста, к этому узору. Я думаю, он вам тоже понравится так же, как и мне. Спасибо за внимание и просмотр моих видео. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Я рада каждому новому подписчику, подписчице. С вами была Елена. До новых встреч на моем канале. Надеюсь, вам будет интересно.